Всем привет! Друзья, ролик про сметану набрал достаточное количество лайков и огромное количество ваших комментариев. Все писали свое мнение об этих продуктах. Но я вам могу сказать, что я была очень удивлена, что не я одна озабочена качеством продуктов, которые мы покупаем в магазине. И теперь мы поняли, что такой формат очень нужен. И сегодня мы будем проверять сливочное масло. Что из этого получится, смотрите. Масло у нас представлено вот такими вот брендами, разными-преразными. Кстати, вот такое мороженое в прошлом году брали, пестравка, было неплохое. Но пока масло такое брать не буду, потому что, мне кажется, оно не везде есть и будет не всем интересно. Возьмем Экомилк. Сейчас цена 155 рублей, но со скидкой 110. Очень многие хвалили сметану Брест-Литовск, поэтому я возьму масло такое. 139 рублей масло. 180 граммов тоже, да. Возьмем умное решение, карусель масла и цена? Да, цена 114 рублей. Друзья, вот пишите, какие вы бренды берете и какие в следующий раз нам что-нибудь еще тоже посмотреть. Пока возьмем вот такое масло сливочное, берем только 82,5%, 72 тоже есть, но пока я его брать не буду, потом расскажу почему. В ролике со сметаной нам даже написали, что это была реклама Простоквашино, поэтому в этот раз Простоквашино игнорируем. В следующий раз посмотрим что-нибудь от него. А вот это спреды тут с растительными жирами мы возьмем для сравнения. Вот опять-таки не знаю, что тут какое взять, потому что совсем не едим такое. Ну, давайте вот возьмем какое-то кремлевское. Яркая такая этикетка, красивая. 72, правда, процента жира, но другого нет. 82% спред, наверное, я не найду сейчас. Может, он даже не существует в природе. Поэтому берем вот такое кремлевское. Нам нужно для сравнения, и чтобы мы поняли разницу между животными и растительными жирами. По крайней мере, в этом супермаркете все спреды представлены на отдельной полке. Все с растительными жирами масла, они стоят, конечно, дешевле. Ну, вот это то, что я взяла, 54 рубля, есть даже за 36 и 29. 29... Ой, ну, вообще, мне как-то не внушает доверия. Оно даже вот какая-то пачка такая убитая. И, ну, как будто оно уже было. Еще взяли масло воронежского производства «Земляночка». «Земляночка», да, 135 рублей. Ну, тот же вес, 180 граммов и 82,5%. Ну, посмотрим дома. Как только мы вчера приехали домой, я убрала масло в холодильник. Сейчас достала и тест первый. Хочу проверить, насколько оно проминается. Брест-Литовск, ну, такое вот легко проминающееся масло. Землянское еще лучше проминается, а вот умное решение и сливочное от Экомилк такие вот потверже. Умное решение вообще очень твердое. Ну и смотрим, кремлевское масло проминается очень легко. Сейчас я разделю каждый кусочек масла на две части. Одну отправлю в морозилку, а со второй будем дальше экспериментировать. Конечно же, таким образом мы проверяем, чем жирнее масло, тем плотнее. Вот, кстати, прежде чем вот так вот резать, обязательно упаковку протирайте. Лучше, конечно, резать без упаковки, потому что неизвестно, где она лежала. Вот на разрезе масло пахнет хорошо. Это у нас Экомилк. Вот маленький кусочек, чтобы он быстрее замерз, я уберу и заморожу. Следующее. Почему так важно, чтобы здесь не было растительных жиров? Ну, кажется, растительные и растительные, да, вот там вот, которое масло помягче. Мне почему-то кажется, уже здесь будут растительные жиры, но я, может быть, ошибаюсь. Как масло, которое помягче, ну, добавили и добавили, да, как бы сделали дешевле, но, в принципе, растительные жиры, ничего страшного. Но нет, друзья мои, если бы просто взяли и добавили обычное какое-нибудь подсолнечное масло, там, рапсовое, ох, вот видите, оно уже плохо режется, 5 минут на столе, и масло уже размягчается. Так вот, добавляют-то пальмовое или добавляют модифицированное, то есть гидрогенизированное масло. Что это такое? Ну, если вам интересно, почитайте. Но, в принципе, тут вопрос такой. Добавляют насильно, нахально масло атомы водорода, и масло становится твердое. Масло растительное, соответственно. Да, у нас, я вот смотрела, Комаровский говорит, ну и маргарин у нас, видите, какой ровненький. Комаровский говорит, масло пальмовое, оно даже полезно. Но только он забывает сказать, что то пальмовое масло, которое, ну, натуральное, оно, да, действительно, но оно жидкое, и оно вообще красного цвета, оно такое нафиг никому не нужно. И когда его пропускают вот через вот этот процесс гидрогенизации, оно становится твердое,
оно становится белое, оно мало окисляется, то есть оно долго не прогоркает. И такое масло добавляют везде, и оно еще дешевое. Вот такое масло везде добавляют. Но проблема в том, что у нас нет ферментов в организме, которые расщепили бы это масло. Поэтому, попадая к нам в организм, оно творит страшные вещи, начиная от общего воспалительного процесса, который происходит в организме, диабета второго типа, рака и, конечно же, бича современности – это сердечно-сосудистых заболеваний. А сердечно-сосудистые заболевания – это уже научно доказанное гидрогенизированное масло, или как у нас оно, модифицированное масло, вызывает только в путь. На ура, друзья! Так вот, убираю часть в морозилку, будем проверять. А эти половинки масла оставим здесь на кухне на 40 минут. Пока мы будем заниматься другими экспериментами, посмотрим, насколько хорошо эти кусочки растают. Если вы, кстати, не видели еще ролик, как мы экспериментировали со сметаной, обязательно посмотрите. И вот, друзья, многие из вас написали, что мы не попробовали. И действительно, мы справляемся. Сейчас мы пробовали масло. Вот, если видите, тут вот немножечко взято на пробу. Единственное, что маргарин мы пробовать не стали. Но мы его понюхали, друзья. Сейчас все расскажем. Фавориты по вкусу у нас вот эти два масла. Это Брест-Литовское и Экомилк. У Брест-Литовского сладковатое такое послевкусие, очень ароматное масло, но легкий аромат, не навязчивый, не химозный, хороший такой аромат. У Экомилка все то же самое, только менее выражено. Умное решение, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Мы, видите, вот 10 раз попробовали, может быть, думаем, что-то мы пропустили. Нет. Землянское масло, кстати, посмотрите, вот оно единственное, которое плывет вот сейчас изо всех сил. Тоже нет никакого такого ярко выраженного вкуса, вообще практически никакого вкуса нет, хотя аромат присутствует. И при этом очень неприятное такое вот, вот масло его берешь, когда оно чем-то напоминает как мороженое, что ли, его, оно медленно плавится во рту все равно, а это растекается как будто как растительное масло. Не буду, конечно, не знаю, грешить на производителя, не знаю, что там у него в составе, хотя в составе везде написано только сливки. Почему оно так себя ведет, мне непонятно. Ну и маргарин, он, конечно, прекрасен. Он твердый, он деревянный, несмотря на то, что у нас 25 градусов, да, 25 градусов на кухне, он не собирается плавиться совершенно. Вот здесь вот можно предположить, что все-таки тут как раз-таки вот пальмовое пресловутое масло и присутствует, потому что оно очень хорошо сохраняет форму, оно твердое, оно белое и оно не окисляется. Если его оставить, наверное, на сутки вот здесь при комнатной температуре, она даже не пожелтеет. Но вот это масло, я так предполагаю, может быть, сыворотки здесь чуть побольше. Но будем дальше смотреть. Следующий опыт у нас будет с кипятком, поэтому вот мы разворачиваем масло. Как видите, умное решение уже так хорошо поплавилось. Брест-Литовск еще сохраняет форму. Если здесь, видите, такие вот штуки, уже потянулось масло за бумагой, то Брест-Литовск, вот так вот его положу, нет. Еще Экомилк, сейчас посмотрим. Чуть похуже, чем Брест-Литовск. Землянское его даже распаковывать уже сложно, потому что оно все сейчас может потечь. Вот у нас есть липецкий производитель «Лебедянь молоко». Вот точно так же ведет себя масло. Надо было тоже кусочек взять, что-то я не подумала. Ну и спред, он красив. О, кстати, нет, смотрите. Желтенькая вот такая вот штука есть, окисляется. Когда же он у нас произведен? Сейчас посмотрим, найдем где-нибудь. Конечно, он очень давно произведено. Оно, я даже не знаю, оно... спред или масло. 0,9-0,2. То есть это в начале февраля, это март, апрель, май, июнь. 4 месяца этому чуду. Конечно, он уже окисляться начал. Конечно же, у сливочного масла средний срок хранения это месяц. Вот посмотрите, какой плотный. Вот прям мороженка. Друзья, вы так нахвалили мне Брест-Литовск, что сейчас мне в комментариях начнут писать, что реклама, Брест-Литовск заплатил. Нет, друзья, никто ничего не платил. Это исключительно наши эксперименты. Заливаем кипятком и смотрим, что происходит с маслом. Вот у спреда типичное, у маргарина типичное поведение. Он вот на такие вот кусочки фракции разделяется. Давайте он будет у нас. А вот сливочное масло. Оно должно перемешаться.
и растворится практически. Ну, не скажу, что превратится в однородную какую-то структуру. Если его долго перемешивать, это вполне возможно эмульсией станет. Ну, как обычно, масло с водой, но смешивается сложно. Вот обратите внимание, у маргарина вода практически прозрачная снизу. То есть ничего не растворяется, все плавает сверху. Потому что такие вот молекулы, такая связь между молекулами плотная, что они даже не хотят разделяться. Здесь все остальное масло, вроде как даже масло. Единственное, что мне не очень нравится, стильно желтая пленка у умного решения и, что удивительно, у Экомилк. Я почему-то думала, что масло тут... Ну, может быть, это из-за кормов, кстати. Но вот у землянского масла, скорее всего, оно такое мягкое из-за большого количества сыворотки. Потому что, смотрите, как хорошо тоже растворилось. Но мы же помним, что масло-то у нас не стопроцентное, сыворотка должна быть. Поэтому 17,5% ее вполне допустимо. Но вот это масло прям какое-то, вот смотрите... Ну, вот прям масло. Оно в горячей воде плавает сверху. И что-то мне... А давайте попробуем нальем сейчас подсолнечного масла в горячую воду и посмотрим, что будет. Вот кипяток. Вот растительное масло. Конечно же, оно плавает сверху. Если я его вот так вот попробую разбить. Нет, оно плавает достаточно крупными каплями и сливается. Мне все равно не нравится вот такой вариант. Посмотрите, капельки хоть и мелкие, но что-то мне подсказывает. Я не могу утверждать, но я подозреваю, что здесь масло растительное все-таки есть в умном решении. Потому что больше никакое масло такое так себя не ведет. И даже землянское, на которую я тут грешила, на которое оно вот такое. Ну, а это вот прям твердые штучки. Следующий тест у нас на сковороде. Это у меня умное решение. Любое масло сливочное ведет себя практически одинаково. При растапливании выделяется вот оставшийся белок в сыворотке, оно так пенится красиво. А растительное масло, даже твердое, оно просто плавится. Вот сейчас посмотрим. Надеюсь, у меня ничего не соединится. Вот, кстати, посмотрите, Брест-Литовск — типичное поведение для сливочного масла. Видите, вот эти белые фракции, они должны быть. Если вы когда-нибудь плавили, перетапливали домашнее сливочное масло, то вот эту вот пенку обычно убирают. И вот как раз-таки топленое масло, это уже стопроцентное масло. Убрав вот такие штуки, оно дольше хранится и не портится. А так это белок, который портится, молочный белок. Благодаря ему масло и не хранится долго. Так, это у нас землянское. Так, сейчас убавлю. Смотрим, как плавится землянское. Ну, как-то подозрительно мне, например. Смотрите, как. Где же все остальное? Умное решение, ну, все-таки, мне кажется, смесь. Вот таких вот белых фракций очень мало. Больше напоминает растительное. Землянское, ну, бог его знает, почему оно себя так ведет. Как-то вообще не похоже на сливочное, хотя вот оно. Ну и берем спред. Он же маргарин, он же луж, он же жора. И вот оно поплыло. Вообще растительное масло, его видно. Никакой тебе сыворотки, ничего подобного тут нет. Ну, в землянском есть немного. Но будем надеяться, что просто очень хорошо очищенное масло. Хотя я не верю в такое. Мой фаворит все-таки действительно Брест-Литовск и Экомилк. Хотя Экомилк здесь очень похож и на умное решение по поведению. Ну, посмотрим еще, что тут. Ну, маргарин понятно, да? Никаких тебе сывороточных вот этих белковых фракций. Все очень легко. Просто хотя здесь в составе, кстати, есть сливочное масло. И немного он должен себя вести как сливочное масло, но не ведет себя. Друзья, я могу сказать, что фаворитом, наверное, по сметане, судя по комментариям с прошлого вида, тоже был Брест-Литовск. Ну, людей не обманешь, по вкусу, наверное, я соглашусь, и по вкусу, и по качеству оно пока здесь лучшее.
Вот надо было мне еще тест сделать по отдельности, потому что когда появился запах маргарина, друзья, это просто хоть святых выноси, он все-таки воняет. Он даже начал неприятно пахнуть, когда был просто в горячей воде. Я нюхала все смеси эти, и везде был аромат сливочного масла, а спред – это химия какая-то. Интересно будет посмотреть в конце лета. Сейчас все масло белое, но летом из-за кормов масло должно пожелтеть. Сравним осенью. Достала я замороженное масло и смотрим, как оно режется. Ну, умное решение, режется прекрасно. А вот так вот режется сливочное масло. Оно не должно резаться вот так вот гладко. Масло у меня не успело проморозиться очень сильно, но у меня есть свое замороженное масло, кусочек. Я вам покажу, как оно должно резаться точно. Вот так вот ломается замороженное сливочное масло. Вот у Брест-Литовска я увидела такое характерное ломание, даже несмотря на то, что морозилось оно всего час. Проверяйте масло именно таким образом. А вот то, что гладенько режется, там все-таки что-то такое неправильное присутствует. Экомилк. Ну тоже, вы слышите, похрустывание имеется. Нет такой вот ровности, гладкости. Я каждый кусочек сразу достаю и режу, чтобы оно тут не было в теплом помещении даже пару секунд. Землянское масло. Прекрасно режется, гладкое, совершенно. Ну, и мой фаворит в кавычках — маргарин. Он вообще даже не застыл. Он настолько мягкий, что его, друзья, можно достать сейчас и буквально сразу мазать. Посмотрите, какая интересная штука. Он реально мажется, несмотря на то, что он пролежал столько же в холодильнике, как и все. Ну-ка попробуй вот любое другое масло. Ничего подобного. Это же, ну, очень сложно ломается. Вот такие эксперименты мы с вами сегодня провели. Мне кажется, они очень полезны. Во-первых, здесь нет никаких лабораторных анализов, которые вы не сможете повторить. Все вы сможете повторить на своей кухне запросто. Понятно, что есть сомнения, никто не знает, вот сейчас вот я точно не знаю, что такое вот с этим маслом, почему оно вот такое, в отличие от вот, допустим, Экомилка, которая оно все равно плотнее, или Брест-Литовска, которая тоже очень плотная. Но если у меня есть сомнения, зачем я буду покупать, тратить деньги и ставить эксперименты на своей семье, на здоровье своих любимых, я буду брать то масло, в котором я более-менее уверена. Я, конечно, не уверена в нем 100%, но, по крайней мере, вот эти два масла, Экомилк и Брест-Литовск, мне кажется, достойны нашего внимания. И в следующий раз мы обязательно с каким-нибудь другим маслом еще поэкспериментируем. Кстати, пишите в комментариях, какое бы масло вы хотели бы увидеть. Но это будет, конечно, позже. А сейчас у нас в планах сделать обзор эксперимента с мороженым или попробовать квас. Друзья, напишите обязательно, что бы вы хотели увидеть. Ну а я с вами прощаюсь. Пишите все, что вы думаете про это масло. Возможно, какие-то новые эксперименты, новые опыты вы нам предложите, и мы с удовольствием с вами повторим. С вами была я, Валерия, это проект «Другая кухня». Всем здоровья!